Каюсь, дамы и господа, не посмотрел я предыдущий ролик, который, между прочим, попал в тренды. Утопия Шоу. Утопия Шоу сегодня на нашем канале, ты бы никогда такое не загуглил. Интереснейшая рубрика, которая мы с вами уже, наверное, 1 или 2 видеоролика посмотрели. Найдете, если что, на канале. Не забывайте то, что ссылочку на Утопию Шоу оставил внизу, как всегда, в описании. И, как всегда, заранее поставил лайк. Почему? Ты меня спросишь вот сегодня, какая причина поставить лайк Утопии Шоу мне? Ну, потому что 2 красивых мужчины, ребят, в одном кадре, это очень редко сейчас увидишь, но это факт. Ну и всем желаю, ребят, хорошего настроения. Располагайтесь на ближайшие 20-25 минут. Я думаю, что настроение поднимется у всех. Ну что ж, ты бы никогда такое не загуглил. Выпуск 11. Поехали. Приятного просмотра. Утопия Шоу, привет. Погнали. Что? Это что? Что? Давненько мы с вами не виделись в этой рубрике, аж с прошлого года. За это время я насобирал безумных фактов, которые вы бы никогда не загуглили. Я настолько в них уверен, что готов... Ой, ничего себе, а мне так можно? Можно мне вот такой вот монтаж, типа там тоже ссылочкой на телеграм-канал? Сейчас, смотри, сейчас чудо, бля, сейчас начнется, смотри, сейчас смотри, вот так вот сейчас, как вот получается, вот так вот. И здесь будет чудо монтажа. Да, ты такой, о, боже мой, и все такие, о, ничего себе. Кстати, напоминаю всем, ребята, то, что стримлю я, где? Где ты меня спросишь, я стримлю? Я знаю, что ты спрашиваешь. Блядь, кто тебя спрашивает? Говорит, тебя никто не смотрит. Нет, смотрят меня многие люди и потеряли. Говорит, Леха, где твои замечательные стримы, в которых ты смотришь ролики, делаешь лайв-контент, ездишь там по всяким заброшкам, еще куда-то. Мы хотим смотреть самыми первыми. Все правильно, ребят, ссылочка внизу в описании. Переходите все на канал ВАЗ ТВ. Я там стримлю каждый день. Также в телеге найдете расписание. Добро пожаловать, буду рад вас видеть. Добавляйте в избранный канал. Ну что ж, поехали. Да, смотрим. Ультиматум поставить. Если вас удивит первый факт, то вы смотрите видео до конца. А если нет, то выключаете. Готовы? Нет, я посмотрю до конца, мне интересно. Заряжен на победу. Все мужчины настоящие смотрят всегда видео до конца и не скипают, да. Спорим, у вас в холодильнике стоит упаковка томатного соуса. Его называют по-разному. Кетчуп, кетпуч, кетчуп. Но суть не меняется. Это соус А в студии у меня здесь нет кепчука. из томатов, уксуса, сахара и специй, который мы используем в любой непонятной ситуации. Многие даже уверены, что этот соус истинно американский, ведь фирма Хайнц действительно сделала все, чтобы его популяризировать. Всю жизнь, кстати, думал, что Хайнц это стопудово американская фирма. Только вот у кетчупа на самом деле очень интересная история, которой много сотен лет. Надеюсь, вы готовы к нарушению ваших ожиданий, потому что кетчуп изначально делали из рыбы. Чё? Что? Самая популярная и подтвержденная версия заключается в том, что он был привезен из Азии, где его действительно делали из ферментированных анчоусов. И на одном из диалектов это звучало вот так, что переводилось как «рыбный соус» или «сок из рыбы». Британцам этот соус зашел, они привезли его к себе и попробовали повторить. Также добавляли анчоусы, иногда устрицы, но главным ингредиентом были грибы, а не томаты. Да, именно грибной кетчуп можно считать батей соуса. И только в начале 19 века начали добавлять в приправу томаты, а потом и от рыбных ингредиентов отказались. Никогда бы не подумал, что какой-то соус может хранить в себе столько тайн. Ну как, вы удивились? Я победил? Если нет, то не выключайте, пожалуйста, я могу лучше, обещаю. Братик, посмотрим до конца. Даже несмотря на то, что кетчупа нет. Удивился, честно удивился. А вот кто знал? Ну как может и кетчуп быть из рыбы? Это, конечно, хорошо, но не нужно забывать, что с ними нельзя перебарщивать, чтобы не расти вширь. А еще желательно выполнять какие-то физические нагрузки, например, ходить или бегать. В этом человечеству помогают прогулки на улице или же беговые дорожки. Я прекрасно понимаю, что встать с утра на беговую дорожку — это прям пытка. Но кто бы мог подумать, что беговые дорожки и правда в какой-то момент были использованы для наказаний. Что? Как тренажер они появились только в начале 20 века, но то, что можно было назвать беговыми дорожками, было еще в древности и использовалось в полезных делах, например, чтобы воду перекачать или в мельнице. Ну это Довольно понятно. очевидно, что это труд, и если труд можно на кого-то свалить, то будет проще. Так, в 1818 году британский инженер Уильям Кьюбит изобрел так называемую вечную лестницу.
исправительное устройство для тюремных заключенных, которое использовалось как раз для измельчения кукурузы или перекачки воды. Его создатель верил, что труд во благо может перевоспитать преступников. Заключенные должны были одновременно наступать на верхние ступеньки, чтобы запускать цилиндрический механизм, при этом не имея никакого контакта друг с другом, так как их разделяли деревянные перегородки. Молча они шагали по 6 часов подряд, и так изо дня в день. Вкупе с плохим питанием это, в общем-то, можно назвать пыткой. Особенно если учесть, что иногда они просто перемалывали ветер, образно говоря. И на это устройство прям спрос был, пока в 1902 году использование вечных лестниц не запретили. Это реально могло заключенных в могилу свести. И не факт, что на этом их 6 проблемы бы часов. закончились. Понимаете, в то время ты даже в собственном гробу не мог чувствовать себя в безопасности. Вот, например, в Европе 18 века на улицах разгуливали банды, которых прозвали «воскресители». Они были расхитителями могил, воровали трупы, чтобы потом перепродать их на черном рынке медицинским школам. Этим учебным заведениям нужны были тела для изучения анатомии, но по закону их могли получить после смертной казни преступников или после вскрытий. Но со временем приговоренных к таким наказаниям было все меньше, а количество медицинских школ становилось все больше. В связи с чем возникала острая нехватка тел, как бы ужасно это ни звучало. А ушлые ребята из банд нашли способ заработать. Конечно, семьи усопших были не очень Вот с этого я просто сейчас выпал. Чего? довольны таким раскладом, и как только не пытались защитить место упокоения своего близкого человека. Нанимали охрану, делали железные гробы, устанавливали мордсейфы. Это такие железные клетки или короба, которые затрудняли доступ к телу. Но безопасность прежде всего, поэтому в ход пошли кладбищенские пушки. Вы, наверное, представили турель, которая стоит на кладбище и стреляет во всех, кто проходит ночью, но вы Чего? почти правы. У подножья могилы было установлено ружье. Хотя нет, это прям лютая тварь, базука, гаубица, ракетница, судя по виду. А вокруг могилы ночью были установлены растяжки, которые разворачивали дуло в нужном направлении, приводили в действие спусковой механизм и стреляли по ворам. Я, правда, не понимаю, как эта глупость могла работать и кому-то навредить. Вероятно, сам факт наличия пушки запугивал воров, возможно. Ведь годы шли, и спрос не угасал. Он начал распространяться на территорию США, и пушек стало не хватать. А возможно, просто кто-то кукухой поехал и решил придумать гроб-торпеду. Ну, тут вы никогда не угадаете. Это дробовик-ловушка, который устанавливался внутри гроба. И как только вор открывал крышку, дробь выстреливала ему прямо в лицо. Да, это жестко. Но и этого стало мало. Апогей жести случился тогда, когда изобрели могилу-торпеду. Звучит как название дешевого Что там происходило? хоррор-фильма. Но по факту это мина, заложенная на дно могилы. И она взрывалась при колыхании гроба, разрывая на части вообще все. Тело, грабителя, вообще все в щепи. Ни себе, ни людям, как говорится. Опять. Надеюсь, в будущем придумать для защиты людей что-то более технологичное. Например, могильные бластеры, стреляющие лазерами. Вы, кстати, знали, что лазер — это аббревиатура? Light Amplification Base. Да остановись! Я сейчас тут еще от мины не отошел. Бластеры. Что там происходило? Что, с ума сошли? Simulated Emission of Radiation. В переводе «усиление света посредством вынужденного излучения». Мне кажется, об этом вообще Ты как мало так? кто Мне 34 года, я ничего не знал из того, что он говорит. Как это работает? Мужчина. задумывается. Делает пиу, значит лазер. Правильно? Это все равно, что мы не задумаемся, когда смотрим вот на эту штуку и говорим, что это термос. Но термос — это торговая марка, которую зарегистрировали немецкие производители стеклянных изделий Рейнольд Бюргер и Альберт Ашенбреннер в 1904 году. Они взяли изобретение шотландского физика и химика Джеймса Дьюара — сосуд с вакуумными стенками, использовавшийся в научных целях, а не чтоб чаек в дорогу брать. Они его немного доработали и быстренько запатентовали. А Дьюар как раз таки не успел подать патент на свое изобретение, так как не был уверен, что это вообще кому-то будет интересно в повседневной жизни. Но исходя из того, что люди любят и чем пользуются, кажется, что любая, даже самая тупая идея найдет своего потребителя. Блять, у деда просто отжали термос. Дед всю жизнь изобретал, взяли термос, отжали. Взяли, запатентовали, говорит, нет, это наше. Так что привычный термос правильнее называть сосудом Дьюара или вакуумной колбой. Хотя, конечно, этого никто делать не будет. Блять, в следующий раз, когда пойду как его, куда-нибудь на заброшку или еще куда-нибудь, возьму с собой вакуумную колбу. И не удивляйтесь. Да, что я так и скажу. Ну да, принципиально теперь термосом называть не буду. Да, хотя что это изменит? Жарко стало.
Так же жарко, как и одному из пассажиров рейса 63 авиакомпании 54. American Airlines, Жмыха который Airlines. летел из Парижа в Майами 22 декабря 2001 года. После приема пищи пассажиры почувствовали запах гари непонятно откуда, и одна из стюардесс пошла разведать обстановку. Некий Ричард Колвин Рид одиноко сидел у окна и отчаянно пытался поджигать спички. Один раз она ему сделала предупреждение, но через какое-то время опять унюхала неладное и увидела, что он пытается поджечь свой ботинок. Что? Проводница схватила ботинок. Он ее оттолкнул. Начались разборки, но далеко не из-за того, что он сошел с ума и жарил ботинок. Просто стало ясно, что он здесь, чтобы совершить взрыв. И то, что происходило дальше, подтверждено официально и напоминало реальный блокбастер. Надеюсь, вы готовы. Проводница начала кричать и звать на помощь, которая вскоре подоспела. Другие стюардессы и пассажиры, объединив усилия, смогли задержать террориста, и это наверняка было непросто. Махина весом 97 килограмм и ростом 193 сантиметра. Они связали его чем попало. Шнурами для наушников, ремнями безопасности и пластиковыми наручниками. А самолет был вынужден совершить аварийную посадку, чтобы полиция задержала злоумышленника. Какая хорошая история с хэппи-эндом, только вот сама суть кроется в предыстории. Ричард Колвин Рид был одним из участников террористической группировки. На борту он должен был активировать больше Ты представляешь, если бы она не... 200 граммов взрывчатого вещества, которые находились в подошве его обуви. Но, как вы уже поняли, рейс успешно приземлился, и взрывчатка не сработала. Но почему? Дело в том, что Рид должен был вылететь днем раньше, 21 декабря, но сотрудники аэропорта не допустили его к посадке на борт, так как он был слишком подозрительным. В ходе досмотра, представьте себе, ничего странного обнаружено не было, поэтому ему разрешили вылететь на следующий день. И все это время он на нервах ожидал посадки и потел. Власти предположили, что фитиль не зажегся, судя по всему, потому что промок. Из-за дождливой погоды, а еще потому, что ноги преступника были очень потные. Если это правда, то он своими же ногами вывел из строя взрывчатку. Он же несколько раз пытался это сделать, поэтому проблема была точно в устройстве. Вам курицу или рыбу? Можно курицу? Курицы нет, осталась рыба. Ну, у вас был шанс. Хоть где-то потные ноги пользу принесли. Ричарда Рида начали называть обувной бомбардировщик и дали пожизненное. Хотя я бы называл его потный бомбила. Шутки шутками, а все могло бы закончиться очень плачевно. И эта история даже в некотором смысле помогла. Ведь именно после этого случая в аэропортах ввели правила снятия Ёпта, вот из-за чего снимают обувь-то теперь в аэропортах. обуви на досмотре для сканирования. Возможно, вы не понимали, зачем это нужно, а теперь знаете. Хотя, если Подожди, ну не везде. честно, меня бесит снимать ботинки и ждать. Я бы это даже поставил в свой топ бесячих вещей сразу после шумных соседей. Классическая же ситуация. Сидите в доме, никого не трогайте, как вдруг руки дрели принимаются за работу. Ну, это сейчас. Давайте так. У меня есть теория. Вот, смотрите, вот у нас сегодня, да, вот все-таки вот, всякие интересные моменты. У меня тоже есть своя теория, она, правда, одна. Я, конечно, не Утопия Шоу, да. Но я считаю, ему тоже будет интересно послушать. Значит, смотрите. Я считаю, что куда бы ты ни ехал, что бы ты ни делал, даже если ты переезжаешь с квартиры в квартиру, из дешевых в дорогие, из дорогих в дешевые, даже если ты в принципе куда-то уезжаешь, всегда за тобой следует он, человек-сосед. Этот человек-сосед всегда что-то ремонтирует, всегда что-то сверлит, у него всегда есть гости, у него всегда проходят дома шумные вечеринки, скорее всего, связанные с алкоголем, он 100% бухает, он 100% орет, он 100% как конь топает ногами, у него постоянно что-то орет, это, скорее всего, лает собака, дикие звери, я не знаю, там птицы, жираф, блядь, дома находится, все что угодно, но он максимально настроен, чтобы помешать твоей спокойной жизни. А в силу того, что я переехал в новую квартиру, тишина. Слишком подозрительная тишина. Я прихожу домой, ложусь спать, просыпаюсь сам. Меня начинает это напрягать. То есть человекодрельная зависимость. Понимаете, я уже лежу и жду, когда кто-то что-то начнет ремонтировать, стучать, долбить. Я целый год жду его, но его все нет. Я начинаю волноваться. Казалось бы, к чему я все это рассказываю, ты меня спросишь.
Таблетки забыл выпить, что ты начинаешь? С улицы слышен ор детей, а еще вы живете рядом с аэропортом. Ужас же! Если вы думаете, что это громко, то не жалуйтесь об этом японскому фермеру Такао Шита. Он вас просто уничтожит. У него весь дом буквально по швам трещит от звука, потому что он живет не рядом с аэропортом. Не в аэропорту, а прям на взлетной полосе. Такое бывает? А я слышал про этого фермера, а я знаю. Он не продал свой участок, когда строили аэропорт. Он говорит, а вот сраку вам, у меня здесь огурчики, помидорчики. И да, все растет. Мне очень нравится этот участок, да. И поэтому я не хочу продавать. Власти взяли, вокруг него построили аэропорт. Как оказалось, да. 60-е. Правительство решило построить аэропорт прямо на месте, где были фермерские деревушки. Местных никто не предупредил, и они, разумеется, начали бунтовать. С какого черта строить именно на наших землях? Бунт, Просто блядь. главный аэропорт Токио работал уже на пределе. Нужны были новые для нормального существования и авиасообщения. И место было выбрано не просто так. Часть уже принадлежала правительству. Но для фермеров это не было оправданием. Митинги не стихали долгие года. И из мирных переросли в радикальные, наращивая силу. Приводили даже к жертвам как со стороны полиции, так и со стороны митингующих. Но даже несмотря на неутихающие митинги и жертвы, аэропорт все равно открылся, и со временем все стало утихать. Не только поэтому. Все это время место постепенно расчищалось, так как фермерам предлагали новые земли и материальную компенсацию. Для многих это было привлекательное предложение. Потом погиб лидер движения, и все потихоньку пошло на спад. Но несколько семей стояли за свое гнездо до последнего и не собирались уезжать. Трогать их уже не стали, так как тысячи разъяренных людей следят за любым движением со стороны власти, и любое действие могло привести к большим проблемам для аэропорта. Поэтому взлетная полоса проходит прямо вокруг домов, где оставшийся фермер Такао Шита занимается сельским хозяйством. В репортаже BBC он сказал, что его деньги не интересуют, ведь отказался от почти $2 миллионов. Главное, чтобы дело отца жило дальше. Судя по всему, это было дело чести. Вот так, благодаря резонансу, еще один новый аэропорт решили построить на искусственном острове, чтобы не забирать ничьи земли. А посреди главного аэропорта Токио есть ферма. И, скорее всего, еще долго будет стоять. Хотел, чтобы вы посмеялись, а получилось как-то грустно, что ли. 2 миллиона Чтобы долларов. разбавить обстановку, держите первую в мире фотографию Фака. Это бейсболист Чарльз Радборн показывает его оператору в 1886 году. Вот он, Спасибо за внимание. усач. На самом деле, мой канал создан не только для того, чтобы ржать, а еще чтобы поднимать какие-то полезные темы. И вот одна из них. Телефон стал неотъемлемой частью нашей жизни. Ну Помимо да. звонков мы совершаем через него оплату. Там все наши карточки, в том числе и скидочные. Раньше для этого нужен был бумажник, и иногда он достигал просто огромных размеров. Кстати, самое забавное, что мы перестали даже замечать, насколько быстро, я по себе скажу, я отказался сначала от бумажников, где хранились 1 500 903 плюс одна карточка. Потом мы отказались, в принципе, даже от самих карточек. Короче, от всего мы, в принципе, отказываемся, и это очень хорошо. То есть сейчас, не знаю, вот я хожу, у меня либо часы, либо телефон, и все, как бы, конец. Хотя, может, вы носите его в заднем кармане до сих пор. Факт заключается в том, что это всегда было опасно. И не потому, что его могут украсть, а потому что ваша жопа к нему не готова. Что? Не, ну сейчас, да, сейчас временно я беру с собой карточку, но очень много где расплачиваюсь. Есть там схема, как можно расплачиваться. Зачастую многие люди носят кошелек в заднем кармане и не вытаскивают его во время сидения, а это, в свою очередь, может привести к проблемам и болям. Дело в том, что кошелек создает неравномерное давление в области бедра и приводит к повреждению седалищного нерва, вызывая боль и жжение, неврит бумажника. Так это называют. Вот выдержка из исследования. При использовании толстого кошелька нарушается положение таза. Неравномерно возрастает давление на мышцы таза, межпозвоночные диски, нервные корешки и нервы. А одно исследование так и говорит, что хочет повысить осведомленность об этой проблеме. Моя же задача – транслировать эту информацию вам. Поэтому не носите кошельки в заднем кармане и берегите свою попку. А еще позвоночник. Не сутультесь. И сейчас такие танкисты.
А хули нам берите? Не, а чё нам, мужикам? Вот сидим с мужиками, играем на арте и все. Взяли в баньку, пошли, как говорится, друг друга нахлобучили. А что нам? А что? Не надо ничего беречь. Согласись, да? Да, чисто взяли, бахнули пивандепола и все, и в баньке, после баньки и все. Да, не, а что нам? В кустике сел, 40 секунд откат, а что еще делать за 40 секунд, да? Сидите прямо, берегите спину и, по возможности, не катапультируйтесь без надобности. Что он несет, спросите вы? Знания, отвечу я. Мы часто в фильмах, играх, новостях видим, как пилоты катапультируются из своих самолетов. И, разумеется, это не миф, а реально единственная возможность. Что, так правда удобно сидеть, что ли? Что, так можно, что ли, было? Так, ну-ка выпрямил спину. Выжить. Но иногда за выживание нужно заплатить немалую цену. Вряд ли большинство из вас слышало, к чему приводит это действие. С каждым годом безопасность катапультируемых кресел росла. Но вместе с тем росла и скорость самолетов. Поэтому, когда пилот катапультируется, он сталкивается со множеством проблем. Скорость выстрела сидения, скорость потока воздуха, нагрузка снизу и сверху, что приводит к компрессионному перелому позвоночника, например. Что? Цифры везде разные, но то, что компрессионный перелом часто происходит, это факт. Исследования говорят, что в 20-30% случаев вообще. Вот метаанализ данных о катапультировании пилотами ВВС Израиля. 5% погибли. Почти 19% получили серьезные травмы позвоночника, головы и конечностей. Очень много. Они могли просто сломаться от потока воздуха, а также могут повредиться легкие. Жесть. А вот исследования, где рассматриваются случаи повреждения только головы и шеи. Встречается в 29% случаев от общего числа катапультирований. Ну что, народ, погнали! Это может привести даже к гибели пилота. Все зависит от скорости движения, воздушного потока и так далее. И тем не менее, выживаемость в наше время при катапультировании в районе 90%. Так что это, наверное, пока что единственный вариант. А вы представьте, во что превратился бы позвоночник, если бы у пилота был бумажник в заднем кармане. Что? Кстати, о вреде для здоровья. Мне, наконец, привезли новые гитары прямиком из Америки. Кто знает, что это за фирма и насколько это круто, тому респект. Я мечтал об этом, и наконец они у меня в руках. Распаковав коробки и увидев чехлы, я сначала подумал, что это этикетка обычная, пока не прочитал, что там написано. Предупреждение. Рак и вред репродуктивной функции. Если честно, увидеть гитару хотелось, но открывать чехол не особо. Я вообще подумал, что мне отправили какую-то... Чехольчик такой в сторону отодвинул, ногой его так ткнул в сторонку. списанную гитару, которую забыли в ядерном реакторе. На второй было почти то же самое. Этот продукт содержит химические вещества, которые, как известно, штату Калифорния вызывают рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Да что с ними не так? Странно продавать товар с таким предупреждением, скажете вы. Но на самом деле... Я прошу прощения, а репродуктивная функция это? Да? Вот это вот. Джуджунчик, да, чтоб? Именно. На самом деле все оказалось куда сложнее. Не пойдет. В 1986 году в Калифорнии появился закон, который называется «Предложение 65». Закон о безопасной питьевой воде и токсичных веществах. Цель была здравая – уменьшить содержание токсичных веществ, которые могут вызывать рак в разных вещах, от кружек до алкоголя и одежды. И обязывал на каждую вещь, которая может содержать такие вещества, вешать это страшное предупреждение. Некоторые канцерогены вообще перестали использовать, но есть и обратная сторона монеты. Для многих это не стало мотиватором убирать такие вещества из своего продукта, или они просто не могли этого сделать. Если в твоем продукте будет хоть один из сотен токсинов или канцерогенов, а он там скорее всего будет, то придется налепить этикетку, что они и делали, чтобы на бабки не попасть. По итогу американцы видят это просто везде, вплоть до знаков, что в парке могут быть канцерогены. Это, разумеется, начали критиковать за бессмысленные предупреждения вообще на всем подряд. В случае с гитарами это, скорее всего, краска или лак. Вот так вот, загадал у золотой рыбки эти гитары, а бонусом получил интересный факт. Кстати, о золотых рыбках. Мы привыкли к тому, что маленькая золотая рыбка... О, у меня такой же плавает. Да, рыбка Петр плавает. Да, я вот так вот королю каждый день. Красивая. Плавает себе в своем аквариуме. А теперь посмотрите вот на этого мегалодона. Да, это тоже золотая рыбка. Дело в том, что если выпустить золотую рыбку в естественную среду, чем иногда грешат недобросовестные хозяева, которые думают, что им так будет Продам золотую рыбку. лучше, а она может вырасти и стать вот таким вот жирным монстром. Факт удивительный и опасный.
Золотая рыбка – инвазивный вид, что означает, что она переселяется в те места, где по своей природе жить не должна. Она растет как не в себя, чтобы соответствовать среде обитания. Гоняет других рыб, типа дорвался до власти такой, жрет все попало, поднимает грязь, быстро размножается и вообще бэтбой среди рыб. И это вредит экосистеме Петя, это же у меня не такой, да? и может привести к экологической катастрофе. Рыбка за пару баксов, выпущенная в дикую природу, приносит ущерб на сотни тысяч. Такую золотую рыбку ты бы не загуглил и точно бы не купил. Интересно, насколько жирное желание можно загадать у такого переростка? Чё? Чего надо? Я ждал этого столько лет. Хочу быть нужным. Записываешь? Богатым. Красивым. И при этом палец о палец не ударив. Ничем не могу помочь. Да, Чё? в смысле? Какая тупость. Слышь? Она ж права. В этот раз даже много полезного получилось рассказать. Пиши в комментариях, какой факт понравился больше всего. Слушай, Ищите все ссылки. блин, обалденный выпуск, и я знал, наверное, только вот про вот это вот корейцы, китайцы, которые, вокруг которого аэропорт построен. Остальное я вообще ни хрена не знал. Почему я про кетчуп нигде не слышал никогда? Кетчуп. Кетчуп, наверное. Как правильно пишется? Короче, ты понял, киченес. О, да. Так что пишите. Пишите, это очень интересно. Это очень интересно. И непонятно. Непонятно, почему очень много интересного. Так что будем ждать новых выпусков от кого? От кого? Правильно. От нашего дорогого Утопии Шоу. Утопия Шоу, дружище, не грусти, а то писюн не будет расти. Ждем новых выпусков. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ссылочку на Утопию оставил внизу в описании. Заходите, подписывайтесь. Не забывайте прожимать коронный колокольчик. Всем удачи, всем добра. С вами, как всегда, был я, Леха. Да, встретимся в следующих роликах.